Всем привет! Сегодня хочу познакомить вас с двумя инструментами от чешского производителя Hecht, если читать именно по-чешски. Это электрорубанок и электрическая шлифовальная ленточная машинка. Два инструмента приобретались лет 6 назад в Польше. Предоставлены мне для работы, конечно же, не для обзора, моим товарищем Денисом. Привет ему передаю. Электрорубанок по цене 45 евро, ленточная шлифмашинка около 49 евро. Итого, за 100 евро вы могли приобрести в свое время два рабочих инструмента. Я не смогу отразить их достоинства и недостатки, поскольку таким инструментом работал впервые, и сравнить его с инструментами других брендов тоже нет возможности. В этом видео будет просто знакомство с продукцией этого предприятия, так что не судите меня с профессиональной точки зрения. Оба инструмента упакованы в фирменные картонные коробки, на гранях которых проиллюстрированы названия фирмы, модели, внешний вид инструментов, их мощность и назначение на 6 европейских языках, а также ссылка на официальный сайт предприятия. Инструменты комплектуются тканевыми мешками для улавливания опилок и инструкциями. Дополнительно, электрическая ленточная шлифмашинка комплектуется наждачной бумагой, которая уже установлена на машинку. Понятно, что русский язык в инструкциях отсутствует, но по иллюстрации можно ознакомиться с тем, как пользоваться инструментом, а по приложенным таблицам узнать число зернистости наждачной бумаги, которая потребуется для обработки хвойной древесины, шпонолиственных пород, алюминия, стали, нержавеющей стали при финишном, грубом шлифовании и под покраску, а также выбрать требуемую скорость оборотов для обработки доски, ДСП, шпона, пластика, стали, для удаления краски. Напомню, что высокое число зернистости годится для финишной шлифовки. Для полировки металла и камня рекомендуется использовать соответствующую ленту. Технические параметры ленточной шлифмашинки представлены в данной таблице. Мощность 810 Вт, скорость шлифования регулируется от 200 до 380 метров в минуту. Требуемый размер наждачной ленты – ширина 76, длина 533 мм. Вес машинки 3 кг 200 г. Степень защиты IP20. Шлиф машинка имеет снизу алюминиевую подошву шириной 90 и длиной 140 мм. Электрорубанок дополнительно комплектуется различными металлическими упорами и винтами для их крепления на корпусе инструмента. Его технические параметры представлены в данной таблице. Мощность 900 Вт. Число оборотов холостого хода 16 тысяч оборотов в минуту. Максимальная глубина спила 3 мм. Она регулируется передней ручкой со щелчками. Под ней есть шкала регулировки шагом полмиллиметра. Рубанок имеет алюминиевую подошву шириной 80, длиной 263 мм. На ней спереди есть три V-образные канавки для спиливания углов бруса на глубину до 6, 2 и 4 мм. Снизу установлен вал с двумя лезвиями, которые обеспечивают ширину строгания 82 мм. Рубанок позволяет спилить четверть бруса на максимальную глубину 15,5 мм. Эта глубина выставляется специальным ограничителем, на котором нанесена линейка до 20 мм и который крепится винтом с правой стороны инструмента. Все эти данные изложены на стикере на его корпусе. Вес рубанка 2 кг 800 г, степень защиты IP20. Сетевые шнуры обоих инструментов оснащены евровилкой, длина шнура 2 метра, изоляция ПВХ. Корпус обоих инструментов состоит из двух половин, скрепленных винтами. Он изготовлен из прочного пластика красного цвета. Ручки обрезинены. Под правую руку есть рукоятка с курком включения. Под большой палец руки попадает кнопка. Если в шлиф машинки эта кнопка захватывает курок и удерживает его в нажатом положении, то в рубанке эта кнопка выполняет функцию блокиратора. Сначала требуется нажать ее, а затем можно будет нажать курок и включить рубанок. Это сделано для безопасности работ. На шлиф машинки сверху размещено колесо регулировки оборотов наждачной ленты. Всего 6 делений.
Под левую ладонь удобно ложится ручка впереди машинки, которая служит для ее придавливания к обрабатываемой детали и направления шлифовки или полировки. Здесь справа под решеткой есть лопасти для забора воздуха. Если отогнуть в сторону пластиковый рычаг, передний вал сдвигается к центру, что позволяет надеть наждачную ленту на инструмент. Лента растягивается и фиксируется при обратном перемещении рычага. Регулировкой ручки впереди, слева, выставляем такое положение оси вала, чтобы наждачная лента не сползала с него в сторону. Имеется прямой доступ к замене щеток электродвигателя без разбора корпуса. Отмечу, что запасных щеток в комплекте нет. Электрорубанке сначала нужно выкрутить два винта, снять пластиковую решетку и, подцепив тонкой отверткой, осторожно вынуть щетки для их замены. Запасных также в комплекте нет. Сзади слева в специальном пластиковом пенале вложенный гаечный ключ и тонкий шестигранный ключ, которые используются для замены лезвий. Лезвие в сборе вставляется слева направо в специальный паз на валу. Одна грань у него скошена вглубь. Для этого нужно опустить специальную защиту вниз, затем, откручивая три болта, упирая их головки в противоположную грань, фиксируем лезвие такой как бы распоркой в пазу вала. Высоту подъема лезвия регулируем шестигранным ключом. Замене подлежат сразу оба лезвия. Они размещены на валу напротив друг друга, через 180 градусов. Мешки для сбора опилок называются воздуховоды, они отличаются по диаметру. Более узкий идет на рубанок, ну а широкий диаметр на ленточную шлифмашинку. Есть специальная молния для сброса опилок в корзину и вот такая вот спица, которая отводит мешок, держит форму мешка и отводит его в сторону, чтобы он не путался под деталью. Производитель предлагает гарантийный срок 24 месяца. На собственном опыте проверил, что в быту для работ по изготовлению мебели этот инструмент вполне годен. Ссылки на него ищите в описании. Оцените это видео, подписывайтесь на канал, не забыв нажать на колокольчик. С вами был Александр, до встречи на канале.